Привет, друзья! Сегодня обсудим очень интересную тему. Каждый день мы используем в речи множество фраз. Но услышав когда-нибудь фразу, задавались ли вы вопросом, откуда она взялась или что она означает? А вот история происхождения словосочетания очень интересна. Так что, если вы любите докапываться до сути, вам точно будет интересен этот набор выражений. Более того, знания никогда не бывают лишними. Висеть на волоске. Так говорят, когда человек или какое-то дело находится под угрозой. Версии происхождения этого оборота разнятся. Одни считают, что выражение пошло от легенды, по которой Дионисий из Сиракуз подвесил над своим придворным Дамоклом остро наточенный меч, который держался лишь при помощи конского волоска. Еще одна версия усматривает обычное употребление понятия волос как чего-то непрочного, что легко рвется. Достать из-под земли. Добыть необходимое, несмотря ни на что, так понимается этот фразеологизм. Происходит выражение из тех давних времен, когда деньги и особо ценные вещи бедняки хранили, зарывая их в землю более надежного места для того, чтобы уберечь их от дождя или снега, как и от кражи, у крестьян не было. Отсюда и повелось, требуя заплатить налог, сборщик подати советовал крестьянину, жалующемуся на нищету, достать спрятанные деньги из-под земли. Как о стену горох. На Руси горох был одним из любимых кушаний. Его заготавливали целыми мешками. А так как вручную очистить такое количество гороха было сложно, то его с силой бросали в стену. Стручки трескались и горошины освобождались от оболочки, при этом оставаясь неповрежденными. Позже про упрямцев, которые не внимали ничьим словам, стали говорить как о стену горох, потому что слова отскакивали от них, не оказывая на них никакого влияния. Бить баклуши. Выражение означает бездельничать, заниматься пустяками. На Руси баклуши представляли собой деревянный обрубок, из которого вырезали, били ложки, чашки, фигурки. Эта работа считалась несложной и не требующей квалификации, поэтому ее доверяли подмастерьям. Также появление крылатой фразы связывают с традиционной игрой в городки. Сесть в лужу. Означает опозориться, оказаться в нелепом положении, потерпеть поражение в споре, выдвинув легко опровержимые аргументы. Происхождение этого необычного фразеологизма связано с древними народными боями стенка на стенку, проводившимися в качестве забав и игрищ. Бои проходили в поле, где под ногами нередко месилась грязь и бывали лужи. Если человек падал, то он не только проигрывал, но и оказывался в весьма нелепом положении, лежащем в луже. Положить в долгий ящик. Значение выражения простое: отложить что-то на долгий или неопределенный срок, не спешить с решением вопроса. Но оно имеет занятное происхождение. В селе Коломенское при правлении Алексея, приходившимся отцом Петру Великому, был установлен специальный ящик для жалоб государю, который туда мог положить любой желающий. Народ старался, писал, ждал, но рассмотрение вопросов приходилось ждать месяцами, а то и годами. За это просителя метко прозвал ящик длинным или долгим. Где раки зимуют? В старину раков суеверные люди считали таинственными животными. Узнать рачью зимовку считалось делом очень трудным. Выражение «ему покажу», где раки зимуют, употреблялось как угроза «покажу то, чего никто не знает». На воре и шапка горит. Происходит это выражение от старинного анекдота.
На базаре искали однажды вора, не смогли найти и обратились к знахарю. Знахарь вдруг крикнул в толпу: «Поглядите, на воре шапка горит». Какой-то человек невольно схватился за голову. Он и оказался вором. С тех пор так говорят о человеке, который невольно выдаст себя нечаянным словом или движением. Заговаривать зубы. Означает вводить в заблуждение, отвлекать внимание ерундой. Раньше существовали специальные заговоры, которыми пользовались знахари, выполнявшие роль врачей. Заговаривать раньше брались любую боль, в том числе и зубную. Конечно, получалось далеко не всегда. Именно поэтому выражение сохранило свой негативный оттенок. Довести до белого коленя. Значит, сильно разозлить человека, довести до состояния, когда ему трудно себя контролировать. Выражение пришло из кузнечного дела. Когда кузнец занимается работой над изделием, он раскаляет металл в печи. Каление – это как раз и есть процесс нагревания металла. Сначала материал становится красным, а при максимальной степени нагрева он белеет. Раньше цвет металла был единственным способом понять, насколько он разогрелся. Мартышкин труд. Означает бессмысленную работу. Фразеологизм появился благодаря баснописцу Ивану Андреевичу Крылову. В басне «Обезьяна» он описывает, как животное перекладывает с места на место большой чурбан. Положить зубы на полку. Означает голодное, бедное существование. Фразеологизм связан с крестьянским бытом. Грабли, вилы, пилы имеют зубья, и если этим инструментом находилась работа, значит, в доме была еда. А когда их клали на полку, значит, не было работы и, следовательно, еды. По еще одной из версий, имеются в виду человеческие зубы, в которых отпадает надобность, когда нечего есть. Ходить гоголем. Означает ходить с важным, самоуверенным видом. Гоголь – это дикая утка. Она ходит, откинув назад голову и выпитив грудь. Отсюда и аналогия с человеком, который изображает из себя важную персону. Какой фразеологизм вы чаще всего используете в своей речи? Пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч!